Друзья, всем привет! Тема еды меня никак не отпускает. И если вы никогда не слышали слово бунча, значит вы не видели этот ролик. Ссылочка выше. Обязательно посмотрите. Так вот, почему-то еда меня притягивает, и это, кстати, хорошо. Но обычно, что мы видим? Туристы нам показывают различные дорогие рестораны, где все аккуратно, чисто, цивильно. Да, возможно, там неплохо и даже вкусно. Но в других местах может быть и лучше. Поэтому что? Правильно, надо пробовать. Но все эти дорогие рестораны, у них идет заточка под европейцев или под людей, которые приехали из разных стран. А именно, чтобы попробовать вьетнамскую кухню, надо кушать вместе с вьетнамцами. И у меня сегодня такая возможность снова появляется. Мистер Бао, директор футбольной школы, приглашает меня сегодня вечером на ужин. И я с радостью принимаю это приглашение. Потому что для меня это открытие. Прийти в семью, посмотреть на их традиции, на их предпочтения. Все это очень интересно. Так, что у нас где-то. Я не знаю, ребята, я не знаю. Тут обычно не магазины. Тут не магазины, а какие-то такие различные товары. А мне нужно найти магазин. Или я буду стоять здесь и ждать его. Другого варианта нет. Я его не нашел, приехал обратно. Hello. Бао приехал. Сейчас я тоже загоню свой байк. Hello. Тут немного темно. Hello. Сегодня вся семья в сборе. Жена, дети, еще кто-то. Сейчас со всеми познакомимся. Бао говорит то, что ютубер пришел. Ютубер. Это его дети. Hello. Давайте пройдем на кухню. Подготовка к ужину. Ты говоришь по-китайски? Немножко. Я могу говорить только чуть-чуть. Немножко, да? Ты жил в Китае 5 лет? Нет, только 1 год. 1 год? Да. Окей. Ты в курсе, что я готовлю для тебя каждый день? Я в курсе. Я очень ценю это. Спасибо большое. Мне нравится, как вы готовите. Наверное, это не так вкусно. Нет, очень вкусно. Мне нравится. Как вас зовут? Меня зовут Хак. Хак? Да. Приятно познакомиться. Это означает, что я счастливая. Это моя вторая дочь. Это мой сын. Тебе нравится жить во Вьетнаме? Да. Мне нравится Вьетнам. Мне нравится вьетнамская кухня, традиции. Но я здесь только 5 месяцев. Только 5 месяцев, не так долго. Да? Ты работал в Китае целый год? Что ты там делал? Я работал там тренером по тайскому боксу. Это что-то связано с драками? Да. Тайский бокс. Сейчас я работаю тренером по футболу. Тебе нравится Китай? Китай хорошая страна? Да, хорошая. Если сравнивать 2 страны, Вьетнам и Китай, 2 страны хорошие. Только единственное, в Китае сложно сидеть в интернете. Да, я в курсе, я знаю это. В Китае нельзя. Там нельзя пользоваться Гуглом и остальным тоже. Откуда вы знаете китайский? Я жила в Китае 5 лет. 5 лет? Да, 5 лет. Я изучала китайский. 5 лет. Вы хорошо говорите по-китайски? Да, спасибо большое. В каких городах ты был в Китае? Гуанчжоу, Нанин, Фошань, Дунгуань,
Гуандун. 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 Мне не нравится Гуандун. Don't like? Не нравится. Слишком много людей. Слишком шумно. Как называется это блюдо? Нэм-нэм. Как ему объяснить это? В Вьетнаме оно называется нэм. Когда во Вьетнаме Новый год? Да, мы готовим это на Новый год. Жарим это и готовим. Тебе нравятся вьетнамские девушки? Иногда приходит сюда сестра. Я представлю тебе ее. Также Бао приносит ужин на футбольное поле, который готовит его супруга. И мы после работы можем быстро покушать и набраться сил. У меня 3 детей, 2 дочки и мальчик. Это мои дети. Старшую дочь зовут Геан, вторую дочь зовут Фон Кви. 3-й ребенок сын по имени Мин Куан. Ему нравится заниматься тайским боксом. Это моя жена Хан, ей 40 лет. Итак, мы готовы к трапезе, но для начала пускай директор расскажет, что сегодня на ужин. Это традиционные вьетнамские блюда. Жареные блинчики с начинкой. Или приготовленные на праздник Тет, так называется вьетнамский Новый год. Также свинина, завернутая в листья. И очень популярное блюдо из жареной курицы. Обычно первым, кто пробует блюдо, является хозяином. Такие традиции. Пожалуйста, кушайте. Эти рулеты я уже пробовал на Новый год вьетнамский. Я хочу сказать то, что ни один ресторан, даже самый дорогой, не сравнится с домашней кухней. Вот в этом я уверен на 100%. Европейская кухня сильно отличается от вьетнамской. В европейских блюдах часто много масла и молока. Европейцы часто едят хлеб во время еды. Очень отличается от вьетнамской кухни. Вьетнамская еда богаче, и в еде почти нет масла, молока и хлеба. Раз уж мы находимся во Вьетнаме, хотелось бы узнать о вьетнамских традициях. Я мало что знаю, скажу честно. Поэтому хочу сегодня это выяснить. Расскажите. У вьетнамцев много табу и запрещенных вещей во время еды. Например, запрещено втыкать палочки вертикально в чашу с рисом. Этого делать нельзя. Также размещение палочек для еды горизонтально, поперек миски с рисом во время еды, когда трапеза еще не завершена, также недопустимо. Люди кладут свои палочки для еды горизонтально на миску с рисом только после того, как закончили есть, и сообщают другим, что они сыты и трапеза закончена. Почему нельзя втыкать палочки вертикально? Потому что воткнуть палочки вертикально в чашу с рисом все равно будет, что жечь благовоние в чаше на алтаре для поклонения, так как ставят на алтарь, в том числе домашние, во время поминальной службы. Например, в России нежелательно касаться стола локтями. Это считается неуважительным и невежливым в плане этикета. Еще мне интересно, как часто вьетнамцы собираются вместе. Я имею в виду не просто семья, а именно все родственники, бабушки, дедушки, родители, дальние родственники какие-нибудь, знакомые. Как часто собираетесь? Вьетнамцы женятся и живут отдельно, тогда они будут питаться отдельно и часто на выходные ездят к родителям. И вся семья будет обедать вместе в воскресенье. По воскресеньям. Еще у нас в России есть такая примета, ну не знаю, даже может быть не то чтобы примета, но так считается, то, что надо со стола выходить немного с голодным желудком. Ну не вот тебе прям наедаться до полна, чтобы все обратно лезло. Вот во Вьетнаме, как они это делают? Во Вьетнаме так не принято. Мы едим много и часто. Только когда чувствуешь, что ты сыт и желудок наполнен, мы останавливаемся. Вьетнамцы любят плотно покушать. Ужин потихонечку заканчивается, и в конце всегда едят фрукты. А вот это я еще не пробовал. Я очень много ел разных фруктов, но личи фрукт никогда не пробовал. Бао говорит, что в Японии одна такая штучка стоит примерно 10-15 долларов. В Японии они придираются ко всему, если даже одно пятнышко, они уже не будут покупать и кушать это. Поэтому самые только отборные личи идут в употребление. А если где-то пятнышко есть, то все, мы не будем это есть, сами ешьте. Поэтому, а вьетнамцы, он говорит, едят все. Я имею в виду, они не заморачиваются, что там пятнышко есть или еще что-то. С одной стороны, это правильно, это же фрукт, что ему будет? Если он свежий, то он свежий, если он испорчен, то он испорчен. Третьего не дано. Сейчас буду все это со стола убирать. Кстати, кто обычно убирает со стола? В России убирает девушка, жена. Во Вьетнаме
Его жена говорит то, что все по дому делает она, готовит, убирает со стола, а муж только работает. Бао пошел переодеваться, потом поедет на работу. Мне дали фрукты и еще потом дополнение что-то, чтобы перекусить вечером. Так вот заканчивается наш ужин, вечерок. Бао отправляется на работу. Дети играют в игры на телефоне. Здесь новости идут. Все как обычно. Обычно в обычной семье. Пока, девочки! Бай-бай! Я не смог закончить видео, потому что когда вышли на улицу, там настолько темно, то что даже лица не видно. Поэтому сделаю это сейчас. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Дальше больше и интереснее. Берегите себя, родных и близких. Всем удачи и пока!